Рады приветствовать всех у нас на канале «Из города на дачу». Всем известно, что если женщина что-нибудь задумала, ее уже ничто не остановит. Ни грядки огородные, ни хлопоты домашние, ни пирожки-вареники, ни дальняя дорога по делам важным, так как и там она найдет идею творческую, сфотографирует ее и домой привезет для воплощения задуманного. Но мужчине тоже нет покоя. Однажды приехал на дачу с женой отдохнуть, да шашлык пожарить, и так и остался здесь, и уже 3-й год все ремонтирует, строит и переделывает. Но когда же отдыхать, только коту и известно. Но самое главное, что цель у них одна – благоустроить свою старенькую дачу, снять красивый эпизод и поделиться с вами, дорогие зрители. Так что устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! И начнем мы это уютное видео с приготовления вареников с творогом. У нас в семье кто-то любит сладкие вареники с творогом, но кто-то соленые и с зеленью. Лично мне нравятся вареники с сладким творогом и сливочным маслом. Вкуснятина. В телеграм-канале вы также делились, что можно приготовить творожные вареники с шкварками. Я уверена, что мне такие вареники очень понравятся и жду уже времени, когда смогу приготовить их у нас в леску, на природе. И, кстати, кто еще не подписан на наш телеграм-канал, переходите по ссылочке, подписывайтесь. Также наш канал ведется на таких платформах, как ВКонтакте, Дзен и Рутуб. Все ссылочки оставлю в комментариях. А я возвращаюсь к приготовлению. И, кстати, тесто для вареников я делаю обычное заварное, из кипятка, муки с добавлением соли. Замешиваю не сильно тугое тесто, раскатываю его и с помощью стакана делаю кружочки для вареников. Готовые вареники выкладываю в кипящую воду. Когда вареники сварились, выкладываю их по тарелочкам и добавляю сливочное масло. Зову Рому и приступаем к завтраку. Вкусные, сочные вареники, что может быть лучше домашней еды. Ну и кто сейчас тоже завтракает, обедает или ужинает, всем приятного аппетита! А сейчас я думаю разобрать вот эту длинную коробку. Это нам привозили желоба под слив. Слив мы уже установили, а коробка осталась. Вот эти короткие доски, думаю, как раз они подойдут для кресла, а длинные эти доски, возможно, мы возьмем и сделаем из них грядки в нашей теплице. Разобрать их оказалось не так-то уж и просто, потому что здесь гвозди, они с такой, как бы сказать, спиралью. Они забиваются, а потом не вытаскиваются. Видите, он даже некоторые доски поломал. Такого нам не нужно. Сейчас я переверну этот ящик и думаю попробовать, знаете что, болгаркой, если диск достанет, срезать эти гвозди. Так, ну в принципе до некоторых может и достать. Так что сейчас попробую. Только тоже нужно аккуратно. Очки, перчатки, все одену. Не везде болгарка достала. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь не достала. 7, 8, 9. 9 штук. Остальные нужно будет все-таки выламывать. Некоторые гвозди оно спилило. Думаю, поэтому будет легче. Надеюсь. Не думаю, а надеюсь. Да, здесь один гвоздь остался вместо 3. Здесь тоже, видите? Отлично.
И намного быстрее, кстати, болгаркой. Здесь тоже 2 гвоздя срезал, 1 остался. О, ну так дело пойдет. Это крайнее, самое противное. Видите, не хочет. Такие гвозди специальные делают для посылок. С ними ничего не сделаешь. О, фу. Но все равно хорошо. Сейчас переверну на другую сторону и так же самое сделаю. Ну что, наконец-то настало время ответить на вопрос, посадила я что-то в теплицу или нет. Ничего мы не садили. Ничего не посадили. Потому что наша теплица, она зимой выполняла функцию зимнего сарая. Все, что нужно было сохранить, так в тепле и в сухости, все у нас здесь. Еще и зима такая была суровая, так что теплица свою функцию сарайную выполнила. Да, на все 100%. Да. Как видите, у нас здесь хранилась садовая мебель, также вот тут деревянные хорошие балки, пеноплекс ждал в свою очередь, и что-то у нас тут еще хранилось, да, Ром? Да, тут у нас стоит мангал, а еще стояла бетономешалка, велосипед и тачка. Но они выехали раньше, у них весна началась еще зимой. Они уже задействованы, как вы знаете, поэтому их здесь нет. Что еще осталось? Вот эти вот ящики, это ящики с посылок. Тут еще могут быть хорошие доски. Поэтому здесь оно и хранилось, чтобы зимой не разбухло, не пришло испортилось. в негодность. Да. А сохранилось теперь хорошо, и можно из него что-то сделать. Конечно. Поэтому Рома там убрался в дровнике, мы что-то перенесем в дровник. Садовую мебель уже можно расставить по местам. Ну и остальное тоже где-то спрячем. Ну а как же быть с рассадой помидор? Как вы знаете, у нас было очень много поездок, из-за которых я в доме не могла выращивать рассаду. Вот, она просто-напросто не выдержала бы холода и померзла. Было бы очень жалко своих усилий и трудов, но нашу ситуацию знала моя хорошая подруга Лена, и она предложила свою помощь. Говорит: Вика, не переживай, будет тебе рассада. Так что этот вопрос у нас решен, рассада помидор у нас будет. Ну а Леночка, тебе огромное спасибо за помощь. Так, и еще, друзья, отвечу на часто задаваемый вопрос в течение этого года по поводу нашей теплицы, а вернее пленки, которую мы выбрали. Это пленка Светлица. Вы спрашивали, как она пережила зиму, понравилась ли она нам, не понравилась, довольны мы или недовольны своим выбором, ну, чтобы мы оставили свой честный отзыв. Поэтому я коротко скажу, что выбором пленки Светлицы мы очень довольны. Мы настолько довольны, что еще в этом году у родителей будет тоже теплица, и мы еще заказали Светлицу для их теплицы. В этом году у нас зима была действительно по-настоящему суровой. Такие сильные были снега, а температура опускалась даже ниже, чем 20 градусов. Ну, для нас это действительно холодно. Да, даже был у нас град, было обледенение. Если мы найдем подходящие кадры, мы снимали их зимой, то обязательно вставим. Ну, видно хорошо, да, какие градины лежат. Посмотрим, как эта пленка выдерживает град. Да, Мне кажется, да. ей вообще все равно. Она вот стоит и не пошатнется. Вот такой слой льда. Так сильно замерзла. Да, и были сильные ветра, и вот, кстати, по прочности она оказалась сверхпрочной, мы даже не ожидали. Действительно. А еще зимой было много снега, и она так немножко прям прогиналась. И мы думали, неужели летом
Да, так оно и останется. Но нет, солнышко пригрело, она выпрямилась и опять стала такая красивая, упругая. Вот сейчас на Супер. таком состоянии, вот как мы ее и натягивали, вот она вот так и сохранилась. А еще, как видите, пленка не помутнела за этот год, она очень прозрачная, у нее вообще светопропускаемость 92%, да, как у стекла. Вот такая вот прозрачная. И, кстати, Рома не зря сюда подошел, мы сейчас вам продемонстрируем ее эластичность. А ну-ка, давай. А кулачком? Опа! Пленка немного растянулась, но это ничего страшного, потому что от нагрева, от солнечных лучей она легко возвратится в свою форму. Мы уже так экспериментировали не один раз. Производитель гарантирует, что пленка светлица прослужит 7 лет, но по отзывам наших зрителей мы узнали, что она у них служит уже 8 и 10 лет, а это учитывая, что они проживают на севере. Поэтому мы надеемся, что она прослужит у нас еще дольше. Как вы знаете, теплицу мы установили в июле, и несмотря на то, что у нас очень-очень сухой регион, здесь в теплице мы смогли вырастить и помидоры, и дыни, и арбузы. И мы не просто их вырастили, но еще и получили хороший урожай. Мы очень благодарны производителю за такую качественную продукцию. И, кстати, производитель пленки светлицы ООО НПФ «Шар». Они производят не только пленки для теплицы, но еще и пленки для бассейна. Все ссылочки, где можно найти их продукцию, мы оставим для вас в описании под этим видео. Так что выбирайте, покупайте, радуйтесь. А вечером мы смочили сухой грунт водой и на утро получили вот такое испарение и увлажнение. Осталось сделать грядки, и теплица к посадке готова. Разобрал я ящик, получилось вот таких 3 штуки. Это будут, наверное, подставочки на что-то. 25 более-менее хороших досок. И вот такие 2 перегородки для наших грядок. Ух ты, крутые такие перегородки, Ром, получились. Ага. Слушай, с этой стороны получились как лесенки на крышу для котиков. А ну, притули. Ну да, того было здорово. О, да? надо им такое смастерить. Да. Чтобы они бегали. А то они где-то залезут у нас с какой-то стороны, где и как, ну, скорее всего, что по сосне. А слезть они не могут. Мы показывали уже несколько раз, да? Да, то беня, то залезет, персик. Да. Так, Да, какие крутые. идем примерять их тогда. Пойдем. Так, я перчатки тоже надену. Заносим с Викой вдвоем, потому что боюсь, что я тут где-то не развернусь. Порву теплицу пленку. Да, ее не Так порвешь. не хочется. Так, оп. Заносим. Так, пролазит. Так, ну что, подходит прям идеально, да? Супер, да. Кажется, лянь, как-то прям О. отлично, миллиметр и миллиметр. Мгм. Раскрою вам секрет. Они были немного меньше, я доделал, наверное, доточил по сантиметров 25. Поэтому не подходили они идеально. Но я уже Ну, сделал. ты добавила, Да, смотри, да. получилось идеально. Так, сколько у нас будут эти грядочки? Сантиметров по 60? 60-50. А Ну да, 50 мало будет. а ну. 60. Так, сейчас я... Вот, Давай. Оп. А ну-ка. еще. Еще? О, Вот так. так, 60. И вот тут 60. Мгм. Вот. Значит, у Викочки сейчас будет задача прокопать такую маленькую траншею, чтобы мы углубили, наверное, сантиметров на 10 эту грядку. Начертим сейчас, давай. Давай, ну лучше так, и полосу так. сделай. Да. А я пойду и вот эти перегородочки сейчас пропитаю пропиткой по дереву, чтобы они надольше сохранились. Так, и вот здесь тоже еще черти. Рулетку. Ага. Может быть, я сразу их и перекопаю под грядки?
Потому что потом будет неудобно мне. Можно сразу. Да? Давай помогу А жарко тебе. здесь, да? Да, здесь на улице холодно, здесь жарко. В теплице вообще жара. Да, у нас, несмотря на то, что солнышко светит и 20 градусов показывает градусник, у нас не так-то и тепло. Очень холодный воздух, ветер какой-то северный. Поэтому приходится то курточку одеть, то толстовку. Ой, так, оп. Все, Ром, и вторую. Вот столько я добавил. Сейчас хорошенько пройдусь пропиткой. Гляньте, какой слой подсох под крышкой. Давно мы ей не пользовались. Пропитка бесцветная, высыхает очень быстро. Сейчас пройдусь хорошенько, а Вика пока подготовит траншею под грядки. И сразу установим, и будет все замечательно. Так. О, хорошие получились у тебя траншейки. Ага. Опа. Конечно, напрашивается, говорит, ну возьмите меня. О, глянь, прям Оп, ой. отлично влазит. Вот Прям оно. хорошо, как так и надо. И второй давай тоже. Давай. А ну, давай теперь. Еще засовывай. разочек. Опа. О, вот сказано. Мастер. Дело мастера боится. А мастер дела боится. Мне нравится все, что ты делаешь, оно такое классное, крутое. Вот мог бы сделать просто перегородки. Нет, вот сделал с такими финтифужечками. Да, какая красота. Ну Атмосфера. Все. Закапывать, прикапывать. Так, еще вот это давай выровняем. Ну все, А там здесь уже хорошо, да? идеально, да, здесь вообще. Так, Рома, что, можно прикапывать? Да, я сейчас прикручу на вот такие уголки Уголки, ага. со всех сторон, чтобы уже перегородка это никуда не девалась. Там, там, там и там. И уже будет отлично. И ты еще прикопаешь, вообще его не вырвешь. Все, да. Вот так, да? Да. Что-то оно кривое какое-то. Или это? Ой. Надо просто выровнять его. Это все. Беня проснулся. Да, Бенечка. Его Величество соизволило к нам тут нас проведать. Беня. Привет. Выспался? Ты выспался? Ах ты, чехмарик наш. Ой, какой хороший. Ой, какой, да. Радости сколько. Скажи, вот вы где? Все, все. Мое время истекло. Рома теперь к тебе пошел. Фу-фу-фу.
Вот такие красивые у нас получились 2 грядки. Ну, это еще не все, да? Мы планируем еще тоже в центре сделать. Вот, наверное, вот так вот. Вот такую. Вот тут. Здесь, чтобы тоже можно было проходить. Здесь проход. Да. Вот так вот, здесь проход. Вокруг проход. Да, а в центре вот такая будет грядочка. Ну, может, немножко ровнее, конечно. Не так, как я рисую. Вы нам как раз советовали сделать грядки, отделить их. Так что вот в этом году мы уже все сделали. И, Рома, у нас такого вообще еще с тобой не было. Да, ничего, так красивенько будет. Красиво получилось. Да, по центру. пошел я на улицу, тут жарко, в запре. Пойдем. И как же усидеть дома, когда с приходом весны вокруг все оживает, обновляется, пахнет, благоухает, а рядом дубовая посадка, и мы с Ромой решили сходить на прогулку. И куда бы мы ни пошли, наши животные, как хвостики, идут за нами рядом. Многие из вас пишут в комментариях, удивляются, как они за нами идут, никуда не убегают. Если честно, да мы и сами удивлены. Наши собачки давно приучены ходить на прогулку, да их в принципе и приучать не приходилось. Дома она по своему характеру, куда мы, туда и она. А Персик и Веснушка, они еще с самого детства бежали за нами, когда видели, что мы шли на прогулку. И хитрыми маневрами они прокрадывались как-то и бежали за нами следом. И расскажу еще один интересный момент. Когда мы идем в магазин или уезжаем в город, они каким-то образом это понимают и за нами не бегут. Просто могут сидеть на лавочке, на скамеечке, на стульчике и провожать нас взглядом. А вот красивые кадры запечатлеть порой с ними бывает сложно. Хочешь сделать красивый кадр с цветочками, но обязательно в кадр попадут кошачьи лапки. И если им нужно сиюминутное внимание, их ничто не остановит, даже если ты замер и не дышишь, чтобы сделать красивые кадры. Идем домой, идем. День ото дня я работаю на палисадниках, расчищаю их от травы, и сразу видно разницу, как стало здесь, все чисто, и сколько еще работы предстоит сделать на этом участке. О, косточка. Чьи-то тут сокровища мы вырыли. Догадываюсь, чьи. Альфа или Жужа. Здесь, бывает, закапывают свои косточки. Так, ну вот так по чуть-чуть. Вот на этом палисаднике убираем следы вот этой травы. Прям беды себе наделали, а по-другому никак. Потому что если сейчас я это не сделаю, она здесь разрастется, и все, я уже потом ничего с ней не сделаю. Ну, сделаю, но будет намного сложнее. Сейчас пока не укоренилась она сильно. Вот так понемножку я ее буду убирать с этого участка. Мне уже нравится, как он выглядит. В принципе, тут все замечательно. Вот не было только вот этой травы, которую мы сюда занесли случайно. Ну ладно. Просто был совет замульчировать. Мы мульчировали, и грядки мульчировали. Вот такой вот соломой, видите? А она как-то проросла, и в местах, видите, вот где именно она лежит, вот это вот все так обрастает. Поэтому надо ее убирать. И на грядках тоже. Там кое-какие грядки я уже поубирала, а некоторые там парочку остались. Ну и все. Погнала я дальше работать. Покажу, кстати, свои перчатки, в каких я работаю. Прям, вы знаете, вот на 3-й год работы в огородах, в палисаднике. Смотрите, вот такие вот резиновые перчаточки. Они прям не просто прорезиненные, они прям вот здесь как резина-резина. И мне в них очень классно. Вот тут не видно, а получается здесь они прорезиненные, а здесь прям вот резина, черненькая такое. Вот, и прям замечательно. У меня руки не так выпачкиваются. А я знаю, мои хорошие девочки, мои зрительницы всегда советуют мне: Вика, береги свои ручки, поэтому я вот стараюсь, потому что
Я любительница вообще без перчаток работать в земле, но в прошлом году и позапрошлом просто руки уже убивались и на ремонте, и в земле, а сейчас все вот хорошо. Кое-где земля чуть-чуть попадает, но прям вот в эти перчатки я влюбилась. Роме тоже сказала, если будет покупать, то только вот такие, где ему будет попадаться, пусть берет. Они стираются, вот, на утро уже они сухие, и все, и вперед на работу. Пока я тут управляюсь, здесь ко мне прилетели 2 горлицы. Ждут, когда я отлучусь, чтобы здесь пособирать личинки. Работы у меня еще здесь много. В общем, с перерывами так расчищаю свой палисадник. Том, ох и разговорчивая, а? Пойдем, Дома, посмотрим, что там он делает. Так, птички, я ухожу. Можете там попастись. Я Тому с собой забираю. Все. Участок в вашем распоряжении на 5 минут. Пойдем, Том, пойдем. Не будем мешать птичкам. Ну как тут? Продвигается работа? А скажи, идеально копать, да? Вот сегодня прям такая погодка. Тучки стоят. Рома заработался, а я тут его на разговор вызываю. Скажи, потом поговорим. Да, я немножко отдохнула, я теперь могу разговаривать. Вот сколько Рома уже вынес земли. Потом все это разровняет. Я говорю, как раз косить не придется в этом году здесь. Все засыпется землей. Такой участок. Да, участок у нас очень большой. 3-я часть. Самая маленькая. Ну, а я продолжаю спасать свои палисадники. И, кстати, этот палисадник – это самый первый палисадник, который появился на нашем участке. Я уже не раз рассказывала в своих прошлых видео, что именно здесь мы высаживаем все цветочки. Если они здесь приживаются, разрастаются, только тогда мы пересаживаем их на другие места. И как раз хризантемы я выкапываю, чтобы пересадить их на новое место. Вот такая красота получилась. Сейчас пересажу хризантемы, вернее, в другом палисаднике, сейчас покажу вам. И, кстати, здесь еще ковром должен был стелиться барвинок. Но, видите, он у нас такой немного испорченный, потому что, в общем, мы его маленько в связи с ремонтными работами, вот здесь беседки, мы здесь очень много ходили. Потом еще ходили собачки. И, вернее, вот собачки летом отдыхали. Видите, где пятачок такой вот. Там собачки спали летом. Им было прохладно. Такую беду наделали. Ну, ничего, все это восстановится. Постепенно барвинок, он такой вообще здесь очень ему хорошо на вот этой полянке. И... Ой, немножко запыхалась и рассказываю. Розу посмотрим. Пусть пока еще растет здесь. Вот, но скорее всего, что пересадим, потому что
барвинок наступает на нее, и надо будет что-то с ней делать. Беня к нам пришел. Беня. Говорит, что ты тут намусорила на моей тропинке? Я здесь хожу. Здесь должно быть чисто. И пошел к Рове. Это у нас как раз остатки кресла, которые мы вынесли с кухни. Мы разобрали, и только вот две детали осталось, которые мы хотим применить. И здесь у нас есть ящики. Их можно разобрать на такие доски. И очень хорошо кресло это обновить. Мы по размеру эти доски обрежем, отшлифуем и сделаем так. Клац, клац, чмык, 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 чмык. И вот так вот обобщем все это кресло. Веснушка охотится за диким голубем. Вон он сидит, видите? Чуть выше. Ну давай, Веснушка, прыгай. Никак не соберется. Высоко, да? Ну а теперь подошло время заняться нашим креслом уличным. Взял торцовку. Сейчас будем наши дощечки подрезать по нужному размеру. Каркас кресла я уже скрутил, чтобы хотя бы был виден образ его. Так, а теперь что нужно сделать? Нужно дощечки по размеру отрезать и вот начинать вымащивать вот так потихонечку. Пока обрезал 13 дощечек, ну надеюсь, этого хватит. Так, первую даже сделал немножко под углом. Видите, это чтоб щели не было. Потому что если бы делал просто, то образовалась бы вот такая щель. Да? Некрасиво. А так я под углом немножко срезал под 45 градусов. И должно хорошо все закрыться. Ну а теперь будем помещать эти дощечки на место. Главное все сделать ровненько с первого раза, чтобы потом не пришлось переделывать. Переделывать так не люблю, но иногда приходится. Поспешу. Думаю, сейчас я быстро раз. А не всегда быстро получается хорошо. Ну а теперь, прежде чем дальше что-то делать, нужно проверить, будет ли вообще удобно на кресле сидеть. О, ничего так, нормально. Разве что, наверное, было бы еще удобнее, чтобы отдыхать еще, наверное, дощечки 3 набить, да, чтобы можно было еще и голову так немножко опрокинуть, чаек взять и захрапеть на даче. Ну, думаю, да, дощечки 3, да, чтобы и голова немножко упиралась. Да, Альфа? Ты будешь на кресле сидеть с Викулечкой, со мной?
Альфуша любит. Особенно, если тут еще будет матрас лежать. Правда, она его дербанит. Уже несколько матрасов. Лежит, все нормально. День, два, потом найдет какую-то дырочку. И все, за ночь трепает в клочья. Да, Альфуша? Что ж такое, скажи? Это не грех, это заболевание. Да, хорошая моя. Добил я еще вот 2 доски сверху, и получился такой настоящий трон. О, теперь хорошо, и голова тоже упирается. Следующее, что хочу сделать, так это ножки. Таких у нас широких досок нету, но я думаю, тоже возьму, те, которые есть, и в 2 ряда их сделаю. Вот такие доски у меня получились. Это 2 по 2. Это будут на передние ножки. А вот эти чуть-чуть подлиннее, 2 по 2, это будут на задние. Так, сейчас главное самыми ровными местами положить. Промажу клеем по дереву столер. Он мне очень нравится. Хорошенько так пройдусь, хотя он уже загустел. Ну, думаю, ничего страшного. Сейчас хорошо нажму. Теперь второй доской придавлю. Хорошенько скручу саморезами. И пускай схватывается. Так, у нас здесь начался небольшой дождь, гром, молнии. Так что пока это все спрячу. А сейчас покажу, какой трон получился. А ну, Икоречка, ну смотри. Какой? А ну, Вот. присядь. Класс, Рома. Вот это кресло, да? С А ну, перилцами. примеряй. Сейчас подлокотники. О, Хорошо? как это? Не Удобненько? принцесса, а кто? Королева. Да? На тебе тут скипетр власти. Какую руку берут? Вот тебе корона. Ого! Ого! Издала указ. Аж страшно, да? Да. Ну, не совсем мы, конечно, еще это кресло доделали. Здесь мы еще пройдемся везде этим фрезером, сделаем красивые ободки, зашлифуем шлифмашинкой, чтобы все доски были гладенькие. Да? И еще? еще мы хотели скрутить болтами его. Да, скрутим болтами, чтобы так было очень Увереннее. надежно. И пройдемся, конечно, еще маслом, чтобы дерево сохранилось надолго. Любоваться природой, вот, дождем, красота. Нам надо таких, слышишь, сделать 8 тронов. Тебе, мне, Жуже, Альфе и всем. 4 котам. И 4 котам такие маленькие поделать. Вот это будет. И пускай они там сидят. Да. Но у нас Ай. еще одно есть кресло, вот, так что, может быть, Да. Доделаем это, а потом доделаем это. приступим к следующему. Так, Ром, ну как тебе? Класс. Мне тоже нравится. И мне очень понравилось. А вы, дорогие зрители, тоже напишите нам, понравилась ли вам такая переделка. Из старого советского кресла вот получилось вот такое садовое кресло. Да. Будем ждать ваших хороших комментариев. Так, друзья, ну мы идем в летний душ. В каждом видео я уже показываю его, и неспроста. А посмотрите, какая тучка находит, закрывает солнышко. Наверное, будет дождь. Ну, это только хорошо. Апрель месяц, у нас дожди, вау. Итак, внешний вид пока мы трогать не будем, хотя он тоже нуждается в ремонте. И да, я сюда уже иду не для стирки, а уже с целью начать здесь ремонт. Вот так выглядит наш, в общем, наша прачечная, колодец и летний душ по совместительству. Конечно,
Сейчас будет очень много комментариев, как так получается, что здесь и летний душ со стоком, ну и колодец с водой. Сразу я отвечу, что этот колодец, он как бы идет не из грунтовых вод, или как правильно сказать. Это яма, она забетонирована, и там в составе много всего интересного, вот, что стенки не пропускают. И там хранится вода, которую, как вы видите, через один шланг мы набираем воду, через второй шланг мы ею пользуемся для полива и других технических как бы нужд. И слив в душе у нас идет, так как у нас вообще весь участок, вот он идет под наклоном, видите, вот так вот он идет под наклоном, но и здесь слив идет в ту сторону, вообще не к колодцу, то есть он где-то сливается аж далеко-далеко там. Поэтому почему так строили, я не знаю, это не наша постройка, но наша будет задача, кстати, поработать со сливом, прочистить его. Так, Беня, а ну брысь оттуда, Беня. Крышку, кстати, тоже мы переделаем под металлическую. В общем, вот это объект наших будущих ремонтов на лето, потому что за один ролик я не справлюсь, ничего здесь не сделаю. Хочу максимально делать здесь ремонт сама, чтобы меньше трогать Ром, потому что у него тоже очень много своей работы. Здесь нужно нам с вами поработать с окном. Двери, конечно, надо что-то с ними сделать, но это будет последняя очередь, наверное, или в процессе. Ну и стены. Вот. Я очень долго думала, что здесь делать. В общем, посмотрим. Про мою задумку расскажу немножко позднее. Вот. Поэтому в этом видео хочу сейчас просто все максимально здесь сейчас убрать. Ну и как видите, душ выполнял функцию хранения. В этом году тоже мы здесь хранили велосипеды, шланги. Вот. Поэтому здесь немного так, как бы не то что бардак, но наставлено много всего, да. Летняя машинка, но еще мы здесь теперь делали еще и прачечную. Так, ну, начнем с этого, работать с этого угла, с этой стороны, с летнего душа. Уберем старенькую клеенку, вот, и начнем наши работы. Так, один ушел, другой пришел. Персик, вы по очереди, да? Ой, этот хоть послушный. А Беня нет, пока все не вынюхает, не прочитает все свои записочки, не уйдет. Ну, а я продолжаю работать. Выбросить или еще где-то использовать? Вот в чем вопрос. Ну, наверное, все-таки выбросить. Я так и сделаю. Кольца, на которых висела шторка, я их не убрала. Ну и лампочка, единственное освещение в этом душе, бесхозно висела на полотенцесушителе, теперь тоже нашло свое место, но пока временное. Раскручиваю зеркало, убираю его и вижу такую картину. Здесь прижились разные жучки, паучки, которые наплели паутинки и коконы. За зеркалом было очень много паутины, разных жучков. Вот именно по этой причине я не хочу здесь на стенах использовать обшивку. Вариант панелей разного вида отпадает однозначно. Эти самориты я пока, наверное, не буду их выкручивать. Возможно, мы здесь полку повесим, но, возможно, здесь будет стоять что-то еще. Взяла веник, чтобы убрать крупный мусор, также смахнуть паутину. И несмотря на то, что здесь было очень влажно, появилось много пыли. Я очень не люблю пыль и вспомнила, что у меня же есть строительный пылесос. Поэтому принесла пылесос из дома. Также включила освещение, так как из-за надвигающихся туч немного потемнело. Ну и работать стало намного проще и лучше. И, как видите, пыли совсем нет. Фух,
пропылесосила, все почистила. И я вам скажу, что работать со строительным пылесосом намного веселее. Не так много пыли вдыхаешь. И я скажу, что вот процессом работы я уже довольна, лед тронулся, и это хорошо. И еще прекрасно, что дождик все-таки не прошел мимо нас, все замечательно. Вот, и еще здесь есть освещение, можно продолжать работать. Так, сниму маску, она мне уже не понадобится, и перейду к следующим работам. Ух. А еще у нас был небольшой снег, который тонким слоем накрыл наши растишки и всходы. К счастью, наши всходы не пострадали, а у меня уже взошли и лук, и горох, и листья салата. Еще и переживала за клубнику, но ничего не пострадало. Так, из растишек у меня тут зашел горох. Он тоже в снегу, но вроде выжил. Так, и чеснок. Чеснок в снегу. И тут у меня салатик. Придется, наверное, заново его высаживать, высеивать. Вот он, под снегом. Ну что ж, теплички посею еще. Семена остались. И настало время рассказать о нашей поездке в Москву. Готовимся мы в поездку в Москву. Нам нужно посетить федеральный МСЭ. Едем, в общем, на комиссию. Да, подготовили тут у нас снимков 100 штук. Это снимок стопы, колена правого, таза. Сделали МРТ поясницы, спины и еще МРТ головного мозга. В общем, все собрали, все обследовали, диагнозы нам поставили. Да. Ага, расскажи диагнозы какие. А здесь нам что пишут? Такс. Это у нас травматолог. Он пишет, что, ну, помимо ампутации, да, тут еще остеоартроз суставов правой стопы второй степени, двухсторонний коксартроз, импичмент, правосторонний гонартроз, артроз, остеохондроз поясничный, протрузии диска L4, L5 и, в общем, с ламбическим каким-то синдромом. В общем, и протрузии, и позвонки, и столько всех хрозов, да? Остеохондроз, остеопороз. Так, и невропатолог. Да, и невропатолог, что пишет, сохраняются головные боли, напряжения, остеоневротический синдром и ДЭП второй степени смешанного генеза. Короче, ну, это по их части мы не очень все это соображаем, но надеемся, что этого хватит, да, чтобы нам восстановили группу. Ну, да. надеемся, будем надеяться, что... Да. Так что сейчас все это собираем, ложимся, отдыхаем и завтра с утра самого поедем. На группе Рома находился 15 лет. У него 3-я группа по инвалидности в связи с производственной травмой. Но в декабре этого года на перекомиссии группу ему сняли. Поэтому подали апелляцию в Федеральное бюро МСЭ в городе Москве. И когда приехали в назначенный день, без сюрпризов не обошлось. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Бутырская. Закрывали больницу, всех выгнали. Вот стоим, ждем лучшего времени. Почему нас? Полиция приехала, сейчас будет проверять там. В общем, искать, да. Искать чешу. Все обошлось, и мы отделались легким испугом и прошли комиссию. Ответ нам сразу не сказали, так как их мнения расходились, поэтому они сказали, что свое решение пришлют письмом. Все подробности об этом я рассказала у нас в телеграм-канале, ну а мы с Ромой не стали терять времени, навестили наших родственников, погуляли по Москве и зарядились морем впечатлений.
приехали мы на метро в центр Москвы. В общем, искали здесь туалет, не нашли. Но нам сказали, что можно зайти в вот этот отель, который сзади, и там сходить в туалет. А мы думаем, может, сразу выпьем и кофе. Ну, не знаем, сколько это будет стоить. В общем, попьем, может, пирожное какое-нибудь закажем и покажем, сколько это все стоит, да? Да. Мы вообще прошли мимо, просто искали где-то попить кофе, где уборная. Местный житель просто указал нам на это здание, да, и говорит, зайдите, здесь все. А мы как-то в меру своей стеснительности пробегали такие места. Вот, но решили зайти, так что сейчас все покажем. Да. Вот такой отель, как в этом, в один дома, отель Плаза, да? Да. Ладно, пойдем сходим. Будем раскрепощаться, да, и посещать, учиться такие места. Для нас необычно посещать места такого уровня. Персонал этого отеля был приветлив, принял нас и разместил за удобными столиками. С нами также поделились Wi-Fi, а нам в этот день нужно было срочно загрузить видео на Дзен, Рутуб и ВКонтакте, поэтому мне было приятно поработать в такой спокойной и приятной обстановке. Зашли с Викочкой в отель Москва. Это прям в центре. Взяли себе 2 кофе. Вика вам загружает видео на Дзен, ВКонтакте, Рутуб. Так что скоро ждите, новое видео будет. Мы здесь отлично провели время и поработали, и отдохнули. Но мы, конечно, понимали, что такое удовольствие нам будет стоить здесь недешево. Мы, конечно, никогда не платили за чашечку кофе такую стоимость, но, если честно, оно того стоило. Ну и зарядившись энергией и положительными эмоциями, мы отправились гулять по самым красивым местам Москвы. Вышли с Викусечкой вот на такой красивый мост. Это, наверное, Москва-река. В общем, место называется Зарядье. Не знаем, что это такое, но очень красиво. Друзья, ну что, пришел ответ с Москвы. Около 2 недель мы ждали ответ федерального МСЭКа. Он пришел, но сразу скажу, что он неудовлетворительный. Немного мы, конечно, расстроились, но зачитаю вам, что они пишут вот в этом в ответе. В общем, последствия производственной травмы приводят к стойким незначительным нарушениям нейромышечных, скелетных и связанных с движением статодинамических функций организма, которые позволяют продолжать профессиональную деятельность, непосредственно предшествующую несчастному случаю на производстве, но со снижением квалификации или уменьшением объема тяжести работ с учетом необходимости изменения условий труда. В общем, инвалидность, пишут, не установлена. Получается, я могу возвращаться к работе. Ой, еще упал у меня листик. К работе, где работал до травмы. В общем, в шахту могу возвращаться под землю.
на проходческий участок и работать. Где, ну, написали так, что мы можем сказать. Да. Немного мы, конечно, расстроились, да, сразу, но сейчас уже успокоились. Да. Так, Ну, да и так. Да. Нам хотя бы, ну как, да, они нам объясняли, что нам нужно сделать для того, чтобы они хотя бы могли подтвердить. Поэтому мы сейчас немного наберемся сил, потому что весь год у нас такой был. Успокоимся. Ну, не год, да, зима. Вот, мы применим все советы, которые они нам дали, рекомендации. Вот мы очень им за это благодарны. Это очень полезные советы. И будем продолжать дальше, Ром, да? Да. Может, еще сходим Добиваться. к юристу, может быть, к прокурору сходим, поспрашиваем у них, что делать. Ну, а пока продолжаем работать, не расстраиваемся, что делать. А еще мне письмо пришло. Оказывается, мне дали одну лишнюю пенсию, теперь у нас задолженность 15 тысяч. Это, наверное, получается декабрьская пенсия. Да? Мгм. Нет, январскую. Они выплатили, да, В переплатили. декабре мне дали январскую, она мне уже была уже не Не положена. надо было и Да, платить. поэтому еще в долги влезли на 15 тысяч. Ну что, ничего, прорвемся. Обычно такими проблемами мы не делимся у себя на канале. Но знаем, что с такой трудностью сталкиваются многие. Поэтому решили делиться и своей информацией. Возможно, для кого-то эта информация будет полезной. Но всем вам, дорогие наши зрители, желаем мира, добра, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.